дорогие друзья! Всем привет! И мы вас приветствуем из Вьетнама, город Да Нанг. У нас уже неделя, как мы отдыхаем во Вьетнаме. Как это было все предыдущие дни, смотрите в предыдущих выпусках. Ну а сегодня продолжение, именно в этом видео, продолжение нашего дня в городе Да Нанг. И мы с вами продолжаем прогулку по Мраморным горам. Пойдемте. Спокойно подниматься наверх. Это такой красоты спуститься. Это невероятно. Почувствуй себя Ларой Крофт, я бы так сказала. Просто вот понимаешь, сколько это веков вообще. Это что-то. Мощь такая невероятная. И энергетика просто зашкаливает. Вышли, двигаем дальше. Пойдем посмотрим, куда нас еще заведут наши ноги и ступеньки. Да, так, а самый высокий пик это вон туда вот налево. А вон туда вот не пойму, там нету указателя, что туда наверх. Ну, пойдем посмотрим. Мы решили пойти прямо. Не налево, не там, где самый высокий пик, а вот куда-то сюда. Так, здесь маленькое ущелье нам подсказали. Кстати, на этой горе удивительно, но факт, мы встречаем очень много русскоговорящих. Ну типа небольшой такой вот проем. Да. проход какой-то замурован. Ну да. Но, видимо, специально... Нет, там проход-то вон он. Это камень. Там-то проход вон он какой-то. Куда-то. Ну, я явно туда не полезу. Я не настолько искатель приключений. Пошла на самую высокую точку. Обещаю, я буду аккуратна. Мамульку снова я оставила внизу. Как вон туда вот, наверх, судя по всему. Ну что, ползем. Потому что даже для меня подъем тяжеловатый. Ой, сами видите. Ой. Все, включусь, когда залезу. Кролик сдох. А мне еще ползти вон туда. О, бог мой. Но я это сделаю. Сейчас уже вниз спускались ребята. Я такая, о май гад, сколько там еще наверх? Они такие, лучше не спрашивай. Он такой, если сложно, карабкайся так. Я это сделаю. Полезли выше. Я это сделала. Я поднялась. О май гад. О, какой вид. Охренеть. Я вам покажу. Это того стоило. Вот так вот. Все как на ладони. Ой, какой вид. Прямо очень стоило того, чтобы сюда подняться. Ой, это очень тяжело. Если вы считаете, что сюда подняться легко, сюда очень тяжело подняться. How are you? Good? Yeah. But it's amazing view. Amazing view. Yeah. It's definitely making me not want to smoke anymore. I can tell you that. Как видите? About 5 minutes. Yeah. The heart goes back in the chest. Yeah, that's a little bit breeze. Как вы поняли? It's so worth it. Yeah. Это стоило того, чтобы все подняться. И видите, я не преувеличиваю. Даже мужчинам тяжело все подняться, не то что женщинам. Хотя многие женщины могут по силе и выносливости обойти многих мужчин, но все равно. Но вид потрясающий.
Офигительно. И вон там вот, смотрите, вон она, Леди Будда. Там мы были вчера. Ой, вот так вот. Спускаемся вниз. Я думаю, спуск вниз будет проще, чем подъем наверх. Но мне вон туда спускаться. Не совсем прям туда, но практически. В общем, спускаемся. Спустилась. Мамочка, где сидела, там меня покорно ждала. Что тебе сказали? Что там очень красивый. Когда вот на этой пиковой точке, на самой высокой пиковой точке, очень красиво на закате, но это надо ловить. А мы идем еще в одну сторону, где написано, снова будет пещера. Я немножко отдышусь, может, там попрохладнее будет. Меня 100 потов сошло. Мне кажется, я похудела килограмм на 2. Ну, зато какой вид ты засняла. О, вид отличный. Вид там вообще на миллион. Одна была направо, хотя здесь тоже вроде как Да. куда-то... А, вон, наверное, пещера какая-то. Судя по всему, там, видишь, поднимается, заходит внутрь. Пойдем, поднимемся. Поднялись, заходим. Там еще куда-то наверх карабкаться. Сначала я подумала, что я туда скарабкаюсь и смогу пройтись. Там прям вообще пещера. Ты сквозь нее должна пройти на другую сторону. Но пагода, да. Но потом поняла, что нет. Во-первых, скользко. Во-вторых, многие там идут с фонариком. Я и так-то как бы не очень люблю все это. В общем, то, что я поднялась на пик, наверх, это уже, я считаю, мое большое достижение. А вот в пещеру герой. залезть точно не смогу. Мне там, мне кажется, какая-нибудь клаустрофобия начнется. Ну, прям вообще класс. Глубина такая, конечно. А там внизу люди. Видимо, еще какой-то вход в пещеру. Нам предстоит спуск вниз. Слава тебе, яйца. Не ругаться. Я не ругаюсь. Слава тебе, Боже, что мы теперь спускаемся вниз. Не то, что поднимаемся. Ну, а если бы поднимались здесь, то пришлось бы сейчас тоже подниматься. Короче, идем вниз. Еще на нее ругалась, что мы там поднимались. А здесь, извините меня, подъем никак не меньше. Вот. Потому что умница. А все как поругаться на хорош. Сасеньку, да. Чуть-чуть. Мы оказались правы, что есть второй выход, там, где как раз элеватор. Это вон туда вот. Ну, в общем, тоже не меньше подниматься. Да, и если не больше. А там какая-то башня, смотровая башня на море. Пойдем туда. Вот, да. Внизу, да. Мне кажется, где потом как-то попасть, наверное, можно спуститься. Красивая пагода. Тоже видно, что старинная. Ага. Не, ну, кажется, смотровая площадка, да, на море, но вид сверху. А сверху это, по ходу дела, я была вон там вот. Наверху гораздо интереснее. Потому что я была выше этого здания. Если спускаться вниз, увидели, это, видимо, какая-то небольшая, может быть, пагода, но чем обратили внимание, это, мне кажется, розовый мрамор. Выбито очень красиво. Вообще потрясающе. Здесь, видимо, надпись какая-то была, которая не особо уже читается. Но входа я здесь не вижу. А, наверное, вот он. Вход, который, может, как лесенка. И внутрь можно было бы зайти. Еще одна картина. Очень красивая. Ой! Прям очень красиво.
Еще одна. Спускаемся ниже. Красота. Не могу. Столько посмотрите, а? Что не локация, что не место, а все какое-то такое переплетенное. У меня прям ощущение себя, как будто ты где-то ходишь в другом мире. Какая-то еще одна пещера, вон туда вниз спускаемся, а потом уже пойдем на подъемник. Ой, какая красота! Обалдеть! Немного вам про мраморные горы. Их 5 штук. Вот самая большая, где мы находимся, называется Тхай-Сон, гора воды. На этой же горе есть одна из самых страшных пещер, ее называют пещера Ада. Но мы туда так и не добрались, просто не смогли ее найти. Вообще с этой горой и с ее пещерами ходит очень много легенд и поверьев. И поэтому все говорят, что надо быть аккуратней и ни в коем случае не шутить ни с самой горой, ни с пещерами, ни с духами, которые там живут. Там какая-то пещера, ну пойдемте. Выглядит заманчиво. Ощущаешь, что вся правда? В этот момент Лара Крофт. А, да, то, что люди внизу ходили, мы сверху смотрели, что там внизу люди. Аккуратно, только голову береги. Зашли. Думаю, может, где-то здесь еще проход есть. А, вон туда подъем есть. Да. Как интересно. Ой, здесь какая-то наскальная. Смотри, наскальная. Типа, ну, как живопись, не знаю. Надписи какие-то наскальные. Обалдеть. Дальше. Как я сказала, я видела здесь ступеньки. Они вроде не очень большие. Поднимаемся с вами. Кстати, писк. Периодически я слышу такое ощущение. А слышишь писк? Ой, да, летучие мыши. Только что видела. Летучие мыши. Реально есть летучие мыши. Да. Писк вот этот вот характерный. Да. Так, ну это проход. Такой узкий проход. Да. Они, да, вон они летают. Так, что-то мне уже страшно становится. Пойдем-ка отсюда. Пойдем. Оказывается, еще один проход. Как интересно, а? Прям целые лабиринты. Угу. Так, а здесь какой-то подъем небольшой есть наверх. Но он не очень большой. Можно подняться. А там мы потом выйдем? Ну да, наверное, должны, но либо обратно пойдем, либо здесь где-то выйдем. Ну посмотри. Сейчас, давай. Ой, здесь пока непонятно. Сейчас я пройдусь. Ты уж будь не внизу просто. Там, наверное, просто тупик. Сейчас поснимаю. А вот здесь, скорее всего, мы видели. Вот она, дырка.
Идем дальше. Ой, господи. Ой! Да, здесь куда-то еще подъем, но я-то боюсь уже идти. Там еще есть подъем, но туда я уже не пойду, я боюсь туда уже идти. Я пошла обратно. Над моей головой только что пролетело. Мне так страшно стало. Вон они уже летают. Пойдем отсюда. Пойдем. Вредные. Я на трус, но я боюсь. Да, я мышей летучих очень боюсь. Ну да, говорят, что якобы они безвредные, но при этом при всем я знаю, что есть определенные феромоны, которые выделяют те или иные люди. И ты никогда не знаешь, какой феромон ты выделяешь в тот или иной момент. И они на тебя могут... Ну, короче, броситься. Тем более, что как бы это их жилище. Это... в общем... И их сейчас время. Да. Ну, пойдем вниз. Все. Харе. Экстримы для меня. Харе. И обратно к этой пагоде. Хочу поснимать немножко внутри вам. Там. Спускаемся еще ниже. Здесь такая вот красивая платформа. Ого! Драконы! Какая красота! Это же все вырезано, по-моему, да ведь? Или это уже налепленное? Я не очень понимаю. Такое ощущение, что это не совсем из мрамора. Но все равно очень красиво сделано. Спускаемся вниз, в общем-то, нам осталось совсем немного, но смотрим, что здесь-то лестница покруче, чем там, где мы поднимались. Здесь на элеваторе Да. В выходе есть небольшой рыночек. Можно что-то купить. Какие-то вещицы интересные. Хотя, я думаю, такая туристическая зона, поэтому мне кажется, сцена будет чуть выше, чем где-то в городе. А вот этот самый элеватор. Да, своеобразная такая товары, которые только, наверное, можно здесь купить. Скульптуры и все это. Сова. Ну, такую с собой... Ой, где-то здесь много сов. У нас Юлька собирает, наша подруга, всяких разных сов. Здесь я интересных не вижу таких. Также здесь недалеко от входа в Мраморный город, только с другой стороны, получается, находится парк фигур. Вот таких вот. Вот как вон те вот розовые. Да, всякий раз. Просто мы туда уже не дойдем, к сожалению. А так, в общем-то, можно вот такого формата. Здесь копии, Да, а там настоящие мраморные фигуры, огромнейший парк, где можно, скульптур, скажем так. Ой! Походить, посмотреть, поснимать. Но мы на самом деле туда уже просто не дойдем. Мы вернулись в город, заплатили мы 100 тысяч вьетнамских дон. Вот, это примерно 350 рублей. Дорога обратно нам обошлась. Заехали сейчас, чтобы забрать очки. Сегодня должны были быть готовы, но они до сих пор не готовы. Почему, кстати, нам везет, когда мы что-то заказываем в Вьетнаме, это почему-то именно на нас очень долго делается. Как нам сказали, что у них какая-то проблема с транспортной компанией, очки не успели приехать. Хотя я предполагала, что у них, ну, может быть, у них очков нет, и витринные образцы лежат, я уж не знаю. Понятно. Но, по крайней мере, вот так она перевела с перевозчика, показала, что у них проблемы с транспортной компанией, и завтра по-любому очки должны приехать. Я говорю, а если очки не приедут, что тогда? Вот, она говорит, тогда я вам просто верну задаток. Я говорю, ну окей, ладно. В общем, будем надеяться, что все-таки очки приедут. Хотелось бы очки. Интересно, вьетнамская свадьба, а там жених с невестой. Как интересно. Мимо, решили посмотреть, что это за ресторан. Значит, All Seasons. Здесь ресторан, где можно взять безлимитное количество, конечно, буфет с безлимитным количеством лобстеров И омаров. и омаров.
стоит это 1,5 миллиона вьетнамских дон на человека. Но называется «Ешьте сколько хотите, сколько у вас влезет». Если вы во Вьетнаме соскучились по турецкой кухне, вам сюда. Все в кафешку, где уже ужинали. Называется Ми Сын Хи, семейное кафе, которое держит уже 3-е поколение семьи. Здесь, конечно, цены немножко выше, чем где-либо. Но очень вкусные, порции большие. Приносят салфеточки такие влажные. Ну и сам антураж прям очень красивый. Мы здесь первый вечер с тобой ели, нам очень понравилось. Ну и сами судите, людей здесь очень много всегда ест. Столиков практически нет свободных, от слова совсем. Кайф. Мне принесли с морепродуктами супчик. К нему идут различные добавки, которые можно добавить внутрь. А морепродукты макать вот этот соус. Но он, честно скажем, очень острый. А это второй суп с потрохами. Тоже безумно вкусный. Там порция, но она реально огромнейшая. Да, вот. После того, как поели, дошли до отеля. Немножко переоделись. Потому что очень сильно давила предыдущая одежда на наш животик. И решили прогуляться по пляжной линии, по набережной. И здесь сразу людей так много, что даже тепло стало, да. Хорошо. Потеплело и сразу народ пляж. Да. Хочешь пройти к морюшку? Да нет, потом от песка. Ну да. Ноги не отмоешь. Здесь песок немного другой, он мелкий. Очень мелкий. И его потом вытряхать из обуви просто... Ну вот у нас кораллки, которые куплены, они получается... Вот... Они просто все в песке. Обычно от кораллок все отскакивает, потому что песок более такой крупненький. А здесь он мелкий, прям вот как диспенсер. Да. Вот, так много людей сидит, да. А? Мы вчера проходили, здесь вообще никого народ не было. Не, ну вчера еще был уже народ. Вчера уже вечером было тепло, но... А сегодня прям практически вообще битком. Ну сегодня, извините, еще и суббота. Ну да. Вот, суббота вечер. Счастливые часы. Покупаешь один, получаешь еще один. Ой, посмотри, сколько вон там народ. О, да. Ой, красота какая. Здесь совершенно другое море, чем абсолютно другое. Оно бушующее. Вот оно но оно, видишь, такое. Перекатами, прям откуда оттуда идет аж. Вот прям оттуда. Угу. Есть, конечно, какие-то вот более-менее участки, но не угадаешь. Много людей везде, а и здесь сидят, и вон там вот при кафешке, и здесь все занято. То мы ходили, вот эти все места были свободные. Вообще все свободно. Да. Кафешки эти были закрыты, некоторые. Но они как-то, да, вот, не вчера, а позавчера. Позавчера, да. Вот на этой потрясающей, хорошей ноте мы планируем завершить сегодняшний день. День чудесный. Наконец-таки дождались, что стала хорошая солнечная погода, где в начале этого дня, в первом выпуске, даже смогли с вами искупаться в море, а кто-то смог подгореть. Это она смогла подгореть. Ну, неожиданно. Совсем меня солнышко не взяло. У тебя еще есть пару дней, ты еще успеешь и подгореть, и загореть.
Конечно же, успели с вами завершить осмотр основных, скажем так, точек локации рядом с Данангом, куда можно доехать своим ходом на такси, не имея возможности арендовать мотоцикл. Потому что, конечно, когда ты имеешь мотоцикл, ты можешь доехать на какие-то более дальние точки, но у нас такой возможности нет. Мраморные горы – потрясающее место. Там Прям- энергетика зашкаливает, там настолько интересные локации, настолько много пещер просто завораживающих. Это вот просто вот то, что, наверное, необходимо прочувствовать, Да. посмотреть, потрогать и пофотографироваться. Локаций очень много, там огромное, кстати, количество пещер. Мы почитали, что их тысячи насчитывает всяких подземных ходов. Ну, я думаю, насколько их там много, знают только местные жители. Но побывать Местные в этом, монахи. Да, побывать в этом месте очень-очень советуем. Там своя определенная аура. Вот так же, как мы были на Леди Будде, Да, там там своя аура. аура. И здесь тоже своя определенная аура, не похожа ни на что, Ни ни на какие-то что. другие локации. Я считаю, что день был шикарный. Завершили мы его большой порцией супа, после которого двигались как пингвины. Поэтому нам потребовалась плескается. прогулочка по набережной, иначе просто мы не могли даже вздохнуть. Но зато насладились морем, шумом и вам это показали. В общем-то, считаю, что отличный день, Вот такой отличное день. настроение. И поэтому, как обычно, желаю вам крепчайшего здоровья. И хорошего настроения. И как вы знаете, хорошее настроение мы всегда создаем в себе сами. Главное везде. Пока. Это легко, с нами мечта в сердце зажжется, а печали и заботы уйдут далеко, и мир как книга развернется.